Здравствуйте, близнецы! Сегодняшний таро-прогноз делаем для вашего знака зодиака. Расклад, который вы сейчас увидите, это расклад на первый месяц осени, на сентябрь по неделям. Соответственно, мы по 4 неделям разберем основные энергии этих 4 недель, что, возможно, будет происходить у вас в эти 4 недели сентября. Напоминаю, что это общий таро-прогноз, но надеюсь, что большинству из вас он подойдет, окажется полезным. Пишите ваши отзывы, ваши комментарии, оставляйте. Соответственно, я буду знать, насколько вам этот расклад подходит, насколько он необходим действительно, да, и стоит ли его оставлять в дальнейшем в моих раскладах. Итак, близнецы. Расклад на сентябрь месяц, 4 недели месяца. Что ждет воздушный знак близнецы? Не забудьте также подписаться. Кто еще не подписан, не забудьте оставить комментарий. Может быть, не знаю, там отправить кому-то из знакомых близнецов это видео, если вы считаете, что им это подходит, этот расклад, это видео. Возможно, им подойдет, он будет интересен также. Итак, давайте я пока что перетасовываю колоду, поэтому все это вот проговариваю. Ну, давайте начнем. Близнецы, месяц сентябрь для близнецов. Начнем мы с первой колоды. Первая неделя. Вторая. Третья. Четвертая. Смотрим на вторую дополнительную колоду, которая здесь есть у нас. Первая неделя. Вторая. Третья. Четвертая. Смотрим, что есть у нас здесь для близнецов. Но первая неделя, она прямо кричит о том, что вы будете, во-первых, 4 жезлов — это вот все, что связано с либо семьей, домом, либо социальным взаимодействием как таковым. То есть это не обязательно дом, это может быть ваш коллектив, допустим. Это может быть там у студентов ваши друзья, кто, с кем вы учитесь, допустим. Ну, то есть это ваш социум. То есть те люди, с которыми вы часто общаетесь, что-то обсуждаете, вот тот круг людей, в котором вы крутитесь обычно. То есть вы здесь на первой неделе очень много времени с ними проводите, очень много общаетесь, потому что 8 жезлов — это разговоры, обсуждения, это возможность заводить новых друзей. Вот в тех уже социальных взаимодействиях, которые у вас есть, знаете, как будто еще кто-то добавляется, может быть, вы с кем-то еще знакомитесь, друзья, которых вы узнаете через других друзей, да, вот как будто знакомства такие. Также здесь может быть какой-то такой прорыв, прогресс в работе, в делах благодаря взаимодействию с вашими коллегами, допустим. Или здесь может быть какое-то общение с родственниками на расстоянии, когда вы с ними переписываетесь, созваниваетесь, что-то обсуждаете. Также может быть, кстати, и переезд. Быстрый, причем как будто меняете быстро квартиру или там какое-то жилье, потому что 4 жезлов — это также о переезде, может говорить карта, а с 8 жезлов что-то стремительное, такое очень быстрое. Следующая карта у вас — это карта 4 мечей вместе с 7 пентаклей, тоже такой прям акцент на замедление, потому что на второй неделе 2 эти карты еще и вместе, они показывают, что вы как будто бы либо хотите сделать паузу, либо вынуждены делать паузу. И по 7 пентаклей оцениваете свои силы, сколько вы уже вложили ресурсов, сколько еще предстоит вложить ресурсов, соответственно. То есть вы для этого как будто делаете шаг назад, останавливаетесь, отдыхаете, делаете паузу перед тем, как понять, как вам дальше действовать. То есть вы здесь занимаетесь таким и самоанализом, и анализом ситуации в целом, и себя в этой ситуации, своих действий дальнейших в этой ситуации. Может быть, вы здесь вынуждены, не знаю, просто берете какой-то такой тайм-аут, да, временный. То есть, ну вот как будто бы время на передышку какую-то, или время на отдых, или неделю отпуска, не знаю, вот как-то вот так вот, как будто отдыхаете, либо
Есть это желание просто отстраниться от всего, отдохнуть, как отключиться от вот этого вот хаоса, шума, который был на первой неделе, вот этого вот активного достаточно времяпровождения первой недели месяца. На второй неделе больше замедления, больше рассуждений каких-то о себя, вернее, о своем месте в социуме, да, о том, что вы будете дальше делать, то есть какой-то такой самоанализ. Может быть успокоение, вот какое-то замедление, ощущение как застоя такого, здесь торможение. Но следующая неделя, третья неделя у Близнецов — это звезда с правосудием, то есть надежда на правосудие, вера в справедливость, которая у вас здесь есть. Вера в то, что какие-то документы оформятся на вашу пользу, там, вашу пользу, или что-то решится юридическое в вашу пользу, соответственно, по правосудию. Вера в то, что вы сможете достичь какого-то баланса в вашей жизни. Может быть, здесь вы хотите от кого-то ответственности какой-то добиться, тоже опять-таки надеетесь на это. Также вас может вдохновлять что-то связанное с документами, с оформлением документов, что, мол, начать что-то делать, связанное с документами, потому что вы верите, что у вас получится, там, подать визу куда-то, да, в надежде, что, вернее, на визу документы подать, в надежде, что вам одобрят ее. То есть вот что-то вот такое, то есть надежда на справедливое решение, какая-то вера, надежда в это. Также очень много здесь водолеев, близнецов, весов, простите, водолеев, весов, то есть может быть общение с таким знаком зодиака для вас будет актуальным, важным. Дальше у близнецов идет четверка пентаклей с рыцарем пентаклей. Здесь все тоже про неспешность такую, про неторопливость по рыцарю пентаклей, про то, что вы не гоните лошадей. Вы здесь очень терпеливые и выносливые, при этом по четверке пентаклей очень бережете свои ресурсы. То есть вот вы потому и не торопитесь, не спешите, потому что вы с чувством, с толком, с расстановкой идете к своей цели, да, не спеша. И вы не тратите там чересчур много своей силы, энергии или денег, или эмоций на происходящее вокруг вас. То есть вы бережливы очень сильно, очень бережливы и за надежность, за устойчивость, за какую-то прочность здесь отвечаете. Поэтому вы здесь по вот этим вот картам как будто бы очень цените что-то стабильное в вашей жизни и не хотите это потерять. Может быть, поэтому не торопите события. Как-то, вот знаете, даете развиваться ситуации своим чередом по рыцарю пентаклей. Ну, в целом, да, может быть какая-то поездка, где вы должны куда-то поехать, рыцарь пентаклей, это что-то запланированное, но опять-таки вы стараетесь не потратить много денег здесь, то есть как будто все равно стараетесь быть более-менее такими вот, как это сказать-то вежливо, ну не алчными, да, а такими бережливыми, скажем. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для близнецов на неделе, 4 недели месяца, для сентября месяца мы завершаем. Я всем желаю всего самого наилучшего, берегите себя и до скорого!